Здравствуйте все на канале Творческий сундучок. С вами Татьяна. Для сегодняшней работы я отобрала лоскутики и разделила их на кучки по цветовой гамме. У меня красный, розовый, желтый и синий. Также мне понадобятся ненужные ткани для основы. Основа будет размером 16 на 21. И сейчас я отутюжу лоскутики и приступлю к работе. Ну, а чтобы понимать, где будут границы моего будущего изделия, я нарисовала вот такой шаблон, и по нему на ткани для основы вырезала вот такую деталь. На нее я буду нашивать лоскутики. Для центрального лоскутика я выбрала вот такую с ярким рисунком. Тема пасхальная, и нам нужны яркие краски. Дальше накладываю следующий лоскутик, прикладываю, примеряю, где примерно это будет, и затем делаю строчку. Пришила, отвернула и заутюжила. Дальше вот это лишнее мы срезаем. Берем следующий лоскуточек и примеряем. Сострачиваем. Пришит очередной лоскутик. Специально шила темными нитками, чтобы вам было видно, что при таком способе можно шить любыми нитками, которые вам не жалко. Я часто шью черными нитками, их у меня много. Частенько заправляю в шпульку. Ну а дальше пристраиваю очередной лоскутик. Вот таким образом пристрачиваю не дальше границ лоскутика, к которому я пришиваю. Вот таким образом. Ну вот, я закрыла всю основу. Лишнее срезаем. Почему я все так подробно объясняю? Опытные мастерицы, которые давно смотрят каналы по рукоделию, им, конечно, все понятно. Но ко мне на канал заходят и новички, которым не все всегда понятно, и отдельные нюансы им, конечно же, не помешают. Вот такая деталь у нас получилась. Вы, конечно, догадались, что это у нас символичное яйцо. А дальше я выкраиваю деталь точно такого же размера из однотонной ткани и точно по выкройке деталь из ватина. Это для прокладки. Можно использовать драп, любую другую пальтовую ткань. Можно использовать трикотаж, если он толстый. Ну а дальше верхнюю деталь я накладываю на прокладку и простегиваю. Можно было сразу нашивать на ватин, но мне мой вариант нравится больше. Ну вот, я простегала. Стежку я сделала по линиям шва. И еще я прошлась по центральному рисунку, потому что лоскутик здесь большой, и надо было его закрепить с прокладкой в середине. Я накладываю однотонную деталь на простеганную и прострачиваю по периметру, оставив вот в этом месте отверстие для выворачивания. И вот, девочки, смотрите, строчку я делала по самому краюшку ватина. Сейчас я припуски срежу ножницами зигзаг, потому как у нас здесь деталь с закруглениями. Если у вас нет таких ножниц, можно сделать высечки. Вот, и теперь я все это дело буду выворачивать. Вот, вывернула я прихватку, помогала себе вот этой палочкой для суши, а здесь вшила петельку. И теперь можно по периметру, по внешнему, отстрочить, а можно и так отставить. Девочки, я шью уже 5-ю прихватку.
Вот, вы видите, что в качестве утеплителя здесь драп. И после первой прихватки, где я пришивала, соединяла детали в край утеплителя, вторую прихватку я решила соединять верхнюю и нижнюю части, не захватывая уплотнителя. Во-первых, это легче шить на современных машинках. Потом утеплитель никуда не денется. Он закреплен в процессе стежки с верхней деталью. И в итоге край получается после выворачивания ровнее, но и легче выправлять швы. Так, вот я вывернула прихваточку и расправляю швы. Вообще у каждого свой способ шитья. И различные наработки, они приходят, конечно, с опытом. И вот такие пасхальные прихватки у меня получились. Хочу обратить ваше внимание, что вот эти две прихватки без отстрочки. Ну, хочу сказать, что и с отстрочкой, и без имеет место быть. Это на ваше усмотрение. Когда я мужа спросила, похоже на яйца, он сказал, что нет. Засмеялся и говорит, поставь печать, отборный, первый сорт, тогда, может быть, поверит, что это яйца. Ну, форма напоминает форму яиц. Они нарядные, мне нравятся. Если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, что видео было полезным. На этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи.